Привет, Арми. Тот вечер в Париже был особенным. Огни сверкали на показе Серлин Хайвер, камеры непрерывно вспыхивали, воздух был наполнен предвкушением, все ждали одного имени – Ким Тэ-хён. И в тот момент, когда открылась дверца машины, все изменилось. Тэ-хён вышел с непринужденной элегантностью, спокойный, собранный, магнетический. Его взгляд был острым, его едва заметная улыбка прокатилась по толпе. На долю секунды казалось, что сам Париж замер. Раздались аплодисменты, Тэ-хён. Его присутствие было не просто появлением, это было заявлением. Как глобальный амбассадор Серлин, он не просто присутствовал на показе, он был хозяином момента. Но пока Париж сходил с ума, где-то в другом месте тихая реакция повергла Арми в полный шок. Чингук. Да. Чингук. Это был лишь короткий момент, едва заметное выражение лица, легкая улыбка, то, как он смотрел, как смягчились его глаза. Это не было громко. Это не было драматично. Но это казалось реальным. Через несколько минут социальные сети взорвались. Вы видели реакцию Чингука? Подождите, перемотайте. Почему это так мило? Арми пересматривали этот ролик снова и снова, замедляя, приближая, анализируя каждую секунду. Потому что в этом крошечном моменте было что-то необъяснимое. Это была не просто гордость. Это была не просто поддержка. Это было что-то более глубокое. Тэ-хён сиял в Париже, приковывая к себе внимание на одной из самых больших модных площадок. А реакция Чингука ощущалась как искренний, тихий взгляд, полный восхищения. В разгар вспышек камер и мировых заголовков фандом потрясло не только мода. Это была та самая молчаливая связь. Один стоит под парижскими огнями, другой наблюдает издалека, и это каким-то образом казалось личным. Вот почему Арми были шокированы. Потому что иногда самые маленькие реакции говорят громче всего. Тот вечер был не только о Тэ-хёне на показе Серлин, и не только о реакции Чингука. Он был о невысказанной связи, тихой поддержке, о том, как они продолжают стоять рядом, даже не говоря ни слова. Париж стал свидетелем появления иконы моды. AR стали свидетелями чего-то совершенно иного. И, возможно, именно поэтому этот момент кажется незабываемым. Вспышки фотоаппаратов становились ярче, когда он сделал свой первый шаг. Каждое движение казалось обдуманным, почти замедленным. Черный силуэт на фоне парижской ночи выглядел нереально. Даже фотографы, казалось, на мгновение затаили дыхание. Тэ-хён не спешил, он владел каждой секундой, и весь мир наблюдал, не в силах отвести взгляд. В его присутствии есть что-то, чему нельзя научить. Это не просто визуальные эффекты, не просто мода. Это тихая уверенность, которую он так легко демонстрирует, спокойная буря, скрытая за мягким выражением лица. Эта двойственность, нежная, но сильная, определяет его, и Париж почувствовал это в тот вечер. Внутри заведения энергия изменилась в тот момент, когда он вошел. Внимание привлекли еще до того, как заговорили первые слова. Элита индустрии, знаменитости, инсайдеры – все понимали, что это не просто очередной айдол на шоу. Это был Тэ-хён, снова переписывающий историю, доказывающий, что ему место на любой мировой сцене. Но пока все внимание было приковано к нему, в другом месте тихо разворачивался другой момент. Экран, прямая трансляция, знакомое лицо. Взгляд Чингука был сфокусирован, поначалу нечитаемый. Затем появилась эта едва заметная улыбка, и AR сразу же это заметили. Она не была преувеличенной или наигранной. Она была маленькой, почти мимолетной. Но иногда самые маленькие жесты несут в себе наибольший смысл. Мягкий взгляд, легкий кивок, такая реакция, которую не притворяешься, такая, которая кажется инстинктивной. В считанные секунды ленты новостей заполонили видеоролики, воспроизведенные со всех возможных ракурсов. Фанаты анализировали миллисекунды, как драгоценные доказательства. Вы видели, как изменилось его выражение лица? Почему это показалось таким эмоциональным? Интернет перестал быть спокойным. Сила заключалась не в драме, а в простоте.
Никаких громких заявлений, никаких заранее заготовленных слов, просто один человек стал свидетелем сияния другого и отреагировал чем-то прекрасным и искренним. Эта искренность произвела особое впечатление. Тэхён под парижскими огнями выглядел недосягаемым, мировой иконой, уверенно вступающей в историю. И все же реакция Чингука закрепила этот момент, напомнив всем, с чего они начинали: 7 мечтателей, стремящихся к сценам, которые были больше их самих, теперь покоряющих мир, преодолевая одну веху за другой. Вот почему AR-MY не могли двигаться дальше. Это была не просто мода. Это был не просто взгляд. Это была эмоциональная составляющая, годы дружбы, роста и молчаливого понимания, отраженные в одной запечатленной секунде. И каким-то образом эта секунда значила все. Такие моменты не нуждаются в громких объяснениях. Они живут в промежутках между выражениями лиц, в паузах, которые никто не планирует, в реакциях, которые возникают естественно. Именно поэтому все это ощущалось по-другому. Это казалось незапланированным и настоящим. Тэхён продолжал идти, как всегда невозмутимый, приветствуя толпу своим фирменным спокойным обаянием, легким наклоном головы, тихой улыбкой. Люксовые бренды мечтают о таких послах, как он. Но помимо моды были и эмоции, и поклонники могли. Это чувствовалось через экран. Между тем, Чингуку не нужно было ничего говорить. Его молчание говорило громче, чем любые подписи. В его глазах читалась гордость, мягкость, которую AR-MY мгновенно узнали, тот самый взгляд, который бросают, когда сияет тот, кто им дорог. Возможно, именно поэтому клип так быстро распространился. Это не была искусственно созданная шумиха, скандал или постановочный фан-сервис. Это было тонко, а тонкие моменты длятся дольше. Огни Парижа сверкали, как звезды, над Тэхёном. Камеры преследовали его со всех сторон. Модные критики восхваляли его элегантность. Заголовки начали появляться в режиме реального времени. Но где-то среди всего этого шума AR-MY сосредоточились на чем-то более тихом: связи, общей истории, годах, проведенных бок о бок, от стажеров до мировой суперзвездности, от маленьких репетиционных комнат до парижской недели моды. Успех может изменить людей. Слава может создать дистанцию. Мировые сцены могут вызывать чувство изоляции. Но такие моменты напоминают всем, что некоторые связи развиваются, они исчезают. Возможно, именно поэтому AR-MY почувствовали эмоции, а не просто восторг. За внешней мишурой скрывалось нечто человеческое, два артиста развивались как личности, но при этом тихо поддерживали друг друга. Для этого не требовалось ни внимания, ни объяснений. Возможно, именно поэтому этот момент стал незабываемым. Не потому, что он был драматичным или громким, а потому, что он казался искренним, а искренность находит отклик. Париж в тот вечер стал свидетелем появления иконы моды, но AR-MY увидели нечто более глубокое, молчаливую реакцию, которая эхом разнеслась по всему миру, напоминание о том, что успех слаще, когда им делятся. Слава все преувеличивает. Каждый взгляд становится заголовком. Каждая улыбка – теорией. Каждая секунда бесконечно проигрывается. Но этот момент был другим. Он казался чистым. Тэхён стоял под вспышками света, непоколебимый, невозмутимый, непревзойденный. Роскошь окутывала его без усилий. Уверенность струилась без высокомерия. Он не гнался за вниманием, внимание гналось за ним. Чингук же, напротив, оставался тихим, никаких драматических жестов, никаких преувеличенных реакций, просто взгляд, который задержался чуть дольше. И этого было достаточно. Более чем достаточно. AR-MY понимают эти детали. Они читают между кадрами, замечают микровыражения, мгновенно чувствуют эмоциональные сдвиги. Вот почему это распространилось как лесной пожар. Это не было случайностью. Годы совместных выступлений создают безмолвный язык, язык без слов, языка взглядов и момента, языка знания без вопросов. Эта история не исчезает, она развивается. Париж был гламурным, но эмоции были интимными,
один сиял под люстрами, другой реагировал издалека. Расстояние не ослабило момент, оно усилило его. На вершине успеха может быть одиноко. Мировые сцены огромны. Толпы шумят. Ожидания тяжелы. И все же поддержка, даже безмолвная поддержка, меняет все. Возможно, именно поэтому фанаты чувствовали себя защищенными, гордыми, эмоциональными, переполненными эмоциями, наблюдая за ростом в реальном времени, наблюдая, как мечты расширяются за пределы границ и при этом сохраняя чувство узнаваемости, сохраняя связь. В мире, движимом зрелищностью, тонкость кажется революционной. Никаких заученных признаний, никакого навязанного взаимодействия, только подлинность, запечатленная на камеру. И подлинность всегда побеждает. В тот вечер Париж обрел легенду моды. Эйяр и Муай обрели воспоминания. Небольшая реакция превратилась в монументальное событие. Тихий момент стал глобальным. И иногда именно так творится история. Время идет. Новые заголовки заменят этот. Будут построены новые сцены. Новые моменты станут трендами. Но некоторые секунды не исчезают. Это был один из них. Потому что за славой скрывается нечто хрупкое, доверие, построенное годами, уважение, сформированное в борьбе, воспоминания, вписанные в общую историю. Эту связь нельзя сфабриковать, ее можно только прожить. Тэхёну в тот вечер не нужно было подтверждения. Париж уже подтвердил его влияние. Индустрия признала его силу. Камеры запечатлели его доминирование. И все же самое тихое признание показалось самым значимым. Реакция Чингукани была громкой, но она нашла отклик у миллионов, мгновенно преодолев границы и смягчив сердце повсюду. Иногда поддержка шепчется, и шепчется дольше всего. Так что, возможно, Эйяр и Муай были не просто шокированы. Возможно, им напомнили, что величие не разрушает связь, что расстояние не заставляет замолчать преданность, и что даже в городе огней самый яркий свет может исходить от одного взгляда. И, возможно, именно поэтому этот момент остался с нами, не потому, что он был громким, не потому, что он был драматичным, а потому, что он казался настоящим. В мире, полном показушных выступлений, мы стали свидетелями чего-то нефильтрованного. Так скажите мне, Эйяр и Муай, что вы почувствовали, когда увидели эту реакцию? Гордость. Тепло. Или что-то, что невозможно описать словами. Если этот момент тронул и вас, поделитесь своими мыслями ниже. Потому что иногда именно обмен чувствами помогает сохранить эти воспоминания. А если вы хотите пережить больше подобных моментов, оставайтесь с нами.